Я небольшой умелец снимать говорящую голову. Всем привет, с вами Новиков, и сегодня у нас распаковка. Новая камера. Это Sony A7 III. Сделал предзаказ на эту камеру еще 2 декабря, в день релиза. И вот сегодня, какое сегодня число? 19 декабря получил камеру. Так, надеюсь, она внутри, потому что коробка такая легкая, аж подозрительно. Так, чек. Sony A7 III. Камера. Хорошо. Блин. Это действительно камера. Очень интересная упаковка. Почему она такая? Просто обычно у Sony даже на эту камеру видел упаковки черные, стандартные. А тут такая маленькая коробочка. Сделана в Таиланде, собрана в Китае. Сделана для iPhone и iPad. Очень интересно. Коробка прям любопытная. Они решили, может, экономить на бумаге или еще на чем-то. Так. Увеличьте свою гарантию 2 раза, просто зарегистрировавшись. О, можно получить 2 года гарантии вместо 1. Круто. Так, бумажки все эти нафиг, инструкции нафиг. Нас интересует только исключительно сама камера. Блин, ну упаковка стала какая-то нищенская. С одной стороны, хорошо, заботиться о природе, наверное. Но, скорее всего, это делают просто для того, чтобы сэкономить свои бабки. Вот оно. Обычно завернуто в такой вот пакетик. Камеру вам показывать пока не буду, уберу весь этот мусор. Итак, вот она у меня в руках. Странно, никакие пленочки не наклеены, ничего. Интересно. Выглядит практически так же, как и A7 IV. В принципе, это уже было много рассказано. Но все же, по-моему, хват чуть-чуть поглубже. И даже вот этот диск управления, он гораздо выше. В принципе, возможно, так будет удобнее, потому что иногда бывало, как-то пальцу здесь неудобно, сильно близко к верхней панели. Вот так. При первом взгляде, вот если вот так вот посмотреть, обычная A7, так же, как и A7 IV. Никаких изменений. Нужно вставить аккумулятор и посмотреть, как она работает. Естественно, из видимых изменений, которые все же можно увидеть сразу, это поворотный экран. Не просто, как у предыдущей камеры, вращающийся вокруг своей оси, но и откидывающийся. То есть мы можем установить его так и повернуть. Очень удобно для тех, кто снимает особенно видео. Если в каких-то сложных условиях вам нужно снять снизу, не нужно откидывать экран, поворачивать его и бояться сломать. То есть достаточно удобно. Раньше у меня такой восторг был при получении новых камер, а сейчас как-то так ожидаемо. Камера и камера. Так, ну какие же все же основные отличия этой камеры от предыдущей A7 IV, на которую снимается это видео? Сенсор остался с тем же разрешением 33 мегапикселя, но теперь он частично стыкированный, многослойный, как хотите это называть. Этот сенсор стал гораздо быстрее. Теперь не будет этого желе, роллинг шаттера, когда вертикальные линии у нас превращались в наклонные. При съемке видео особенно это было заметно. Да, и при съемке фото, если с электронным затвором что-то делать, то это все становилось заметно. Скорострельность увеличилась. До этого у нас было максимум 10 кадров в секунду, причем в сжатом RAW. В сжатом RAW можно было снять до 10 кадров в секунду, в не сжатом 14-битном, по-моему, 7 или 8. Сейчас же у нас в полноразмерном RAW мы можем с механическим затвором снимать 10 кадров в секунду,
а с электронным затвором до 30 кадров в 14-битном RAW. Улучшили видео. Мне это не особо интересно, потому что я фотограф, но иногда снимаю. Поэтому получить 60 кадров в секунду без кропа со всего сенсора, даунсэмплинг с 7К до 4К достаточно круто. Плюс теперь у нас есть 4К 120 с кропом 1,5. И еще здесь очень хорошо прокачали стабилизацию. Теперь она 7,5 ступеней. Добавили динамическую стабилизацию с кропом, динамическую активную еще с большим кропом, отслеживание объекта съемки в кадре. Ну, в общем, много фишек для видеографов, которые все равно остались недовольными. Почему-то видеографы в последнее время хотят, чтобы все камеры были исключительно для них, чтобы добавляли новые видеофишки, OpenGate. Но как фото эта камера очень крутая должна быть, я надеюсь. Именно из-за ее быстрого нового сенсора, благодаря которому ее прозвали Mini Alpha 1 2, я и взял ее, чтобы снимать с электронным затвором, не париться на счет роллинг шаттера, из-за которого люди получались вот такими перекошенными постоянно. Сейчас попробую в действии. Я небольшой умелец снимать говорящую голову, поэтому получается все достаточно скомканно и, наверное, не особо информативно. Но зато это экспромт, первое впечатление. Интересно, здесь с завода разряженный аккумулятор идет. Слушайте, ну экран прям заметно лучше. Видоискатель остался, по-моему, таким же. Но экран прям больше. На старой камере 3 дюйма, здесь 3,2. В общем, такое ощущение, как будто бы разница прям в разы. Автофокус. Но если быть честным, чувствуется с первых мгновений улучшение автофокуса в плане. Сложно объяснить. Сейчас выбрана вся зона сенсора для выбора точек фокусировки. И в старых A7 III, A7 IV. В такой ситуации, вот, например, сейчас я направил камеру в сторону A7 IV. Она стоит на фоне белой стены. И автофокус определяет именно камеру. То есть он ее выбирает и фокусируется на ней. В старых фотоаппаратах было бы не так. Оно могло бы сфокусироваться либо на подоконнике, который тоже контрастный, либо на двери, либо еще на чем-то. Оно выбирает прям определенные объекты и фокусируется при этом еще и на вообще белой однородной стене. Белые жалюзи, белая дверь, белая стена. То есть, если не выбирать никаких контрастных объектов, очень круто. Мне нравится. Понять бы, как здесь выбрать следящий автофокус. Это меня интересует больше всего в первую очередь. Это видео должно было состоять из 2 частей и быть гораздо длиннее, но я простыл и не смог сразу же съездить к океану и протестировать камеру в реальных условиях. Совсем скоро это исправлю.